Ой, бля! Uşaqları çıxardı! Бля! Ой, Allah! 5 марта 2026 года Нахичеванская автономная республика, эксклав Азербайджана, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, предположительно запущенных с территории Ирана. Целью удара стал международный аэропорт Нахичевани. Однако, судя по опубликованным фотографиям и видеокадрам, удары пришлись также в непосредственной близости к воинской части вооруженных сил Азербайджана. Этот инцидент вызвал резкую реакцию официального Баку и стал серьезным сигналом о растущей напряженности на Южном Кавказе. По предварительным данным, по территории Нахичевани было запущено как минимум 2 беспилотника. Один из них упал на здание терминала аэропорта, другой — вблизи школы в селе Шакирабад. В результате атаки повреждения получили здание аэропорта, а 2 гражданских лиц получили ранения. После сигнала тревоги из находившегося в аэропорту самолета были эвакуированы пассажиры. Изначально считалось, что атака была совершена с использованием иранского дрона «Камикадзе» Шахед-100-36. Однако позднее появились данные о более крупном аппарате Араш-2, который значительно превышает Шахед-100-36 по размерам и способен нести боевую часть массой до 120 килограммов. Возможен вариант, что в атаке были задействованы оба типа беспилотников, что усложняет оценку причин и масштабов удара. Судя по фотографиям и видеокадрам с места происшествия, удары были нанесены не только по терминалу аэропорта, но и в непосредственной близости, а возможно и на территории воинской части Азербайджана. Это свидетельствует о потенциально более широкой цели атаки, включающей как гражданские, так и военные объекты. Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резкой реакцией, осудив атаки и подчеркнув их нарушение норм международного права. В заявлении МИД отмечается, что удар способствует росту напряженности в регионе и представляет угрозу для безопасности гражданского населения. Баку потребовал от Ирана в кратчайшие сроки предоставить официальные объяснения и принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, где ему вручена нота протеста. Азербайджанская сторона оставила за собой право на принятие соответствующих ответных мер. Министерство обороны Азербайджана также выступило с отдельным заявлением, подчеркнув, что атака была направлена против гражданской инфраструктуры и не имела военной необходимости. Ведомство заявило, что ответственность за инцидент полностью лежит на Иране и подтвердило готовность принять меры по защите территориальной целостности страны, а также безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры. В ведомстве отметили, что атака не останется без ответа. Региональные эксперты подчеркивают особое стратегическое значение Нахичеванской автономной республики. Эксклав отделен от основной части Азербайджана армянской территорией и граничит с Ираном и Турцией, что делает его уязвимым для трансграничных инцидентов. Любые военные действия здесь способны резко обострить ситуацию на Южном Кавказе и привлечь внимание региональных и глобальных игроков. Контекст атаки связывают с давним недоверием между Баку и Тегераном. Еще с июня 2025 года, после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, иранские официальные лица неоднократно обвиняли Азербайджан в том, что он разрешал Израилю использовать свою территорию для разведывательных операций и нанесения ударов по Ирану. Иранская сторона утверждала, что в оккупированном Карабахе было построено множество аэропортов, которые могли использоваться для подготовки и проведения воздушных операций Израиля. По мнению Ирана, это позволяло израильским силам вести воздушные бои, собирать разведданные и наносить удары по территории, прилегающей к Ирану, что создавало прямую угрозу национальной безопасности. Эти обвинения усилили недоверие Тегерана к Баку и, по мнению аналитиков, могли стать одной из причин агрессивной линии Ирана в отношении азербайджанской территории.
В этих условиях удар по Нахичевану воспринимается не только как демонстрация силы, но и как предупреждение о возможных последствиях для стран, которые, по мнению Ирана, способствуют военной активности Израиля в регионе. Внутренняя политика Ирана также играет значительную роль в понимании происходящего. В стране доминируют радикально настроенные силы, стремящиеся максимально повысить ставки в региональных конфликтах и проверить реакцию соперников. Такая стратегия, основанная на многолетней пропаганде о слабости Запада и соседних стран, имеет высокие риски. Эксперты предупреждают, что чрезмерная агрессия может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к широкому международному резонансу и усилению противодействия Ирану со стороны соседних государств. Кроме того, удар по Нахичевану имеет символическое значение, поскольку это единственный эксклав Азербайджана, отделенный от основной территории страны, и любой удар по его инфраструктуре воспринимается как прямое нарушение территориальной целостности и представляет угрозу для безопасности местного населения. Потенциальное попадание дронов на территорию воинской части также демонстрирует повышенный риск для военной инфраструктуры, что может рассматриваться как провокация и основание для ответных мер. Аналитики также отмечают, что данная атака отражает сложное сочетание факторов: историческое недоверие между странами, стратегические интересы региональных держав, использование современных технологий в военных целях и напряженность, связанную с деятельностью Израиля в регионе. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дипломатических шагов Баку и реакции Тегерана, а также от того, как региональные игроки оценят последствия инцидента для стабильности на Южном Кавказе. На фоне этих событий Азербайджан внимательно изучает последствия удара и готовит ответные меры. Эксперты подчеркивают, что любое дальнейшее обострение ситуации в Нахичеване может иметь серьезные последствия не только для двусторонних отношений Баку и Тегерана, но и для всей региональной безопасности. Таким образом, удар по Нахичевану нельзя рассматривать как случайный или локальный инцидент. Это комплексный сигнал, включающий как демонстрацию военной силы, так и предупреждение о последствиях для стран, которые, по мнению Ирана, создают угрозу его безопасности через сотрудничество с внешними силами, включая Израиль. Инцидент подчеркивает сложность региональной динамики, где локальные конфликты переплетаются с глобальными интересами, а последствия отдельных ударов могут выходить далеко за пределы непосредственного места происшествия. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа. Оставайтесь с нами, одним из самых лучших ресурсов на пространстве СНГ.